Все самое прекрасное в этом мире создали нарциссы, самое интересное шизоиды, самое доброе депрессивные и самые невозможные психопаты. Здоровые люди вклад в человеческую историю не вносят. Эта цитата приписывается психиатру Ганушкину, и она показывает нам, что люди, имеющие личностные расстройства, часто в обществе воспринимаются как незаурядные и очень интересные люди. Если ты не вынужден общаться с ним в близком контакте, то такой человек на длинном расстоянии может выглядеть как человек незаурядный, харизматичный, привлекающий внимание. Сегодня я вам расскажу о нескольких неочевидных, неожиданных чертах психопатов, которые делают этих людей интересными, неожиданными, экстраординарными и часто привлекающими к себе внимание. Если вам это интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. И мы начинаем. Психопаты часто занимают значимые должности. Для чего психопату занимать значимую должность? Потому что таким образом люди другие зависят от него, он может ими управлять, ему не нужно вступать во взаимовыгодные отношения, потому что психопаты не любят, не умеют, им это не интересно взаимодействие с другими людьми. Им очень важно достигать своей цели, в том числе, если необходимо, используя других людей. Проще всего это делать, если эти люди являются твоими подчиненными. Также психопаты часто являются успешными представителями таких профессий, которые предполагают близкое соприкосновение со страданием другого человека. Такие как, например, хирурги, адвокаты, охранники, полицейские, то есть силовики. Представьте себе хирурга. Для того, чтобы избавить человека от страданий в долгосрочной перспективе, он должен в краткосрочной перспективе заставить его страдать. Грубо говоря, ты вправляешь человеку вывих или перелом без анестезии, потому что по каким-то причинам нельзя сейчас сделать эту анестезию. Человеку больно, поскольку у тебя нет эмпатии, ведь ты психопат, ничто не мешает тебе выполнять твои профессиональные обязанности. Соответственно, в частности, хирургам психопату стать легче. Я не хочу сказать, что все хирурги психопаты, но среди хирургов психопаты встречаются чаще. То же самое касается адвокатов, которые должны смиряться со страданиями других людей, много слышать историй, наполненными страданиями. Силовики, это могут быть журналисты, люди, которые проводят исследования, связанные с определенными очень тяжелыми переживаниями. То есть там, где профессия связана с переживаниями, которые обычного бы человека тяготили, психопат здесь добивается успеха, потому что его это не тяготит. Психопаты выбирают ночь. И это связано не с тем, что психопаты такие демонические черные личности, это связано с тем, что, как правило, большинство людей ночью спит. Соответственно, если у психопата формируется такой образ жизни, что он ночью работает, ночью занимается своей деятельностью, а днем спит, то есть он не то что сова, а человек, который просто по ночам живет, по ночам работает, занимается своей деятельностью, то в таком случае ему меньше приходится общаться с людьми. Поскольку у психопата с детства формируется архетип хищника, то какое-то общение с людьми его скорее тяготит, чем является какой-то необходимостью. Поэтому психопаты чаще выбирают ночной образ жизни. Психопат не зевает в ответ. Мы знаем, что существует механизм зеркальных нейронов, и если вы сидите в компании, кто-то зевнул, то все остальные начинают также зевать, так работает наша голова. Поскольку психопаты лишены эмпатии, а есть исследования, которые говорят о корреляции связи развития эмпатии и механизма зеркальных нейронов, то скорее всего психопат в обществе не будет зевать в ответ на зевание других людей. Психопаты любят горькое. Правильнее было бы сказать так. Обычные люди, как правило, горькое предпочитают в последнюю очередь. Мы так устроены, эволюционно так сложилось, что вкус горького у нас ассоциируется с какой-то испорченной или отравленной пищей. Но поскольку психопат является асоциальным, и психопату не важно взаимодействие с другими людьми, то он может есть любую пищу, просто чтобы разнообразить свои вкусовые впечатления. Кроме того, нужно понимать, что эволюционно принятие пищи является социальным актом. Наши древние предки принимали пищу вместе, это был такой специальный социальный акт, люди собирались, они ели добычу, или то, что они насобирали. Соответственно, люди старались есть то, что будет есть большинство людей, потому что это людей сближало. Опять же, для психопата совершенно все равно, какой вкус еды и насколько он его сближает или отдаляет с другими членами общества, поскольку психопаты асоциальны. Поэтому психопаты чаще едят горькое. Психопаты достаточно часто занимаются творчеством. И есть тому примеры, очень много художников, писателей, музыкантов. Это такие психопаты, которые своим творчеством обогатили человеческую культуру. С чем это связано? Дело в том, что не все психопаты это такие антисоциальные и криминальные личности. Часто бывает так, что это человек, который инкорпорирован в общество, просто он взаимодействует с окружающими людьми не так, как другие люди. Он не ищет связи с другими людьми, он просто, мирится с людьми вокруг себя. Занимаясь творчеством, психопат, в отличие от обычного человека, не сильно переживает по поводу того, как люди отнесутся к результатам его творчества. Он не сильно переживает по поводу каких-то критических, нехороших оценок его творчества. Ему плевать на мнение окружающих, его не ограничивают какие-то социальные мерки, социальные рамки. Поэтому очень часто творчество психопатов бывает очень свежим, необычным, ярким, таким экспрессивным, эксплозивным. И наша общечеловеческая культура обогащена большим количеством произведений искусств, созданных
психопатами. Напишите, кстати, в комментариях, кого из известных творческих людей вы считаете, возможно, психопатами, и какие их произведения искусства, там какие-то картины, музыкальные, творческие, литературные произведения вы считаете вот такими явными признаками творчества психопата. Это будет очень интересно, мы это все с вами обсудим. Психопаты любят повеселиться. Совершенно понятно, что психопат будет гораздо веселее, чем средний невротик, потому что, во-первых, психопату плевать на мнение окружающих, во-вторых, у психопата нет вот этого вот какого-то социального нормирования, когда делу время потехи час. То есть психопат веселится тогда, когда хочет веселиться, а невротик веселится тогда, когда это как бы принято, когда есть выделенный какой-то праздник, выделенный день. Кроме того, психопату очень важно получать как можно больше адреналина, поскольку у психопата сформирован архетип хищника, и если он не на охоте, то он, значит, должен заниматься какой-то игрой, заменяющей охоту, то есть чем-то, что предполагает какое-то веселье. Поскольку не все психопаты являются такими криминальными антисоциальными личностями, которые разжижают себе кровь, совершая что-то вот противозаконное, нарушая там чужие границы и причиняя вред другим людям. Иногда для того, чтобы не попасть, так сказать, в поле зрения органов правопорядка или психиатров, психопат начинает разжижать себе кровь, поддавать адреналину тем, что начинает безудержно веселиться. Иногда это веселье бывает эпатажно, иногда это беспокоит окружающих, но психопаты в принципе, в целом, так сказать, по больнице чаще веселятся. Следующее качество психопата связано с отношениями. Во-первых, психопаты любят поддерживать много коротких романов. То есть длительные отношения с долгой работой, с другим партнером, с узнаванием этого партнера, с выстраиванием глубоких доверительных отношений, близости, по сути, как бы поиском взаимопонимания. Это вообще не история про психопата. Вот эти все коллаборации, сотрудничество, взаимодействие с другими людьми, психопату это не необходимо, его это тяготит. Поэтому для того, чтобы получить просто близость, какую-то купированную, секс, для того, чтобы получить партнера как социальный такой атрибут, там, скажем, мужчине нужна женщина, женщине нужен мужчина, чтобы сходить на какой-то раут. Психопаты вступают в короткие отношения, причем при этом они, так сказать, безоглядно врываются в эти отношения, потому что они понимают, что никакой ответственности за эти отношения они на себя брать не будут. И потом очень легко из этих отношений выходят. Вторая отличительная особенность психопата касаемо отношений, это что психопат очень легко поддерживает отношения с бывшими. Почему так происходит? Мы, как правило, когда расстаемся с близким человеком, с нашим партнером, мы это тяжело переживаем, поскольку, ну, это вот, по сути, мы переживаем утрату. Для нас происходит разрыв близких отношений, мы теряем близкого человека, и какое-то время нам очень тяжело о нем думать, очень тяжело о нем вспоминать. И даже если мы вынуждены как-то общаться, мы всегда общаемся, ну, на гораздо более таком, знаете, пониженном градусе. То есть мы не можем общаться с близким человеком, с которым мы расстались, так же, как мы общались до этого, но просто мы теперь не вместе. Вот эта вот фраза «давай останемся друзьями», эта фраза очень хорошо подходит психопату. Психопат вообще не переживает по поводу того, что он расстался, потому что он как бы и не имел близких отношений, и поэтому для него совершенно не имеет никакого смысла, так сказать, сжигать все мосты со своим бывшим или со своей бывшей, потому что он всегда имеет человека, которого можно попросить об услуге, с которым можно, предположим, заняться каким-то таким постсексом. В конце концов, от этого человека всегда можно получить какой-то легенький нарциссический ресурс. То есть психопаты очень легко поддерживают отношения со своими бывшими и после расставания. И все-таки психопат чаще других бывает преступником. Есть такая статистика, которая говорит о том, что примерно треть психопатов это социально успешные люди, люди, которые занимают руководящие должности, работают хирургами, журналистами, силовиками, там, не знаю, полицейскими. А треть психопатов это люди, которые всю жизнь проводят по психбольницам и тюрьмам, люди, которые склонны к криминалу, это люди асоциальные. И последняя треть это люди, которые, по сути, всю свою жизнь они как будто колеблются между первой и второй группой. То есть это человек, у которого часть жизни он как-то социально успешен, потом он оступился, попал там в бандитскую какую-то среду, в тюрьму или там, не знаю, в психбольницу, потом он как-то реабилитировался. И вот вся жизнь их представляет очень такую сложную, тяжелую историю. И исходя даже из этой статистики, выходит, что примерно половина всех психопатов это люди, которые связаны с какими-то криминальными вещами в своей жизни. Не всегда это люди, которые пойманы, не всегда это люди, которые делают это на такой постоянной основе, но все-таки психопаты свойственно нарушать социальные нормы, потому что это не их нормы. Нормы нашего общества не являются нормами, которые психопат принимает. А вас когда-нибудь удивляли психопаты, если вы с ними, конечно, сталкивались в своей жизни? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, это будет очень интересным комментарием, я обязательно его прокомментирую и, возможно, использую в своих последующих видео. Если вам понравился такой формат видео, поставьте лайк, чтобы я понимал, что вы хотите больше таких видео. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, когда я выхожу в эфиры. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.